Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Роза идет в город. Амит Гарг. В самом центре большого города был маленький зоопарк, в котором жила маленькая слониха. Слониху звали Роза. Заведующий зоопарком очень любил маленькую Розу и всячески заботился о ней. Много посетителей приходило посмотреть на Розу. Они с восхищением наблюдали, как она в один момент проглатывала десяток бананов. За Розой хорошо ухаживали, но все же она грустила, потому что рядом не было других слонов. Как-то раз, покормив Розу, заведующий забыл запереть дверь ее клетки, и Роза убежала из зоопарка. Первым, кого она встретила, был продавец мороженого, стоящий на улице. Он увидел Розу и убежал. Любопытная маленькая слониха засунула свой хобот в коробку с мороженым. Там было что-то холодное, сладкое и такое вкусное, что она просто проглотила всю коробку целиком. Роза пошла дальше, продолжая взглядом искать кого-нибудь. Наконец, в витрине магазина она увидела стадо слонов на телевизионном экране. «Друзья!» – подумала она и вошла в магазин. Все покупатели сразу выбежали из магазина, и она осталась одна. Роза попыталась заговорить со слонами на телеэкране, но они ей не отвечали. Смущенная и огорченная, она вышла из магазина. На улице она увидела человека, который торговал кокосами. «Ура! Я нашла мяч! Пора поиграть!» — воскликнула она и ударила ногой по кокосу так, что тот улетел высоко в небо. Он полетел через дорогу и упал прямо возле мальчика, играющего в парке. Роза побежала через дорогу, намереваясь подобрать свой кокосовый мяч. Как вдруг завизжали машины, загудели автобусы, и водители начали кричать друг на друга. Роза создала пробку в движении. Приехала дорожная полиция, сообщили в зоопарк. Не обращая внимания на суматоху вокруг нее, Роза просто убежала в парк. Она остановилась перед маленьким мальчиком, который улыбался ей. Он засмеялся и погладил слониху. Роза протрубила в ответ, радуясь своему новому другу. К тому времени подоспел заведующий зоопарка. Увидев Розу в парке, на открытом пространстве, он понял, что она больше никогда не будет счастлива в клетке. Зоопарк перевел Розу в заповедник, далеко от города, где было много других слонов, гуляющих на свободе.
Роза была счастлива. Теперь, вместо того, чтобы смотреть на нее сквозь прутья тесной клетки, посетители могли наблюдать, как она, гуляя среди деревьев, все так же проглатывает десятки бананов. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.